Всех приветствую, обзор, анализ, прогноз криптовалют. Наконец-то биткоин показал второй импульс после завершения коррекции. Сегодня посмотрим, что бы это могло означать, какая структура сейчас сформирована и что можно ждать дальше. Также посмотрим несколько статистических показателей. Сегодня будут как позитивные, так и негативные. Начнем с негативных. И это хэшрейт. Совсем недавно хэшрейт биткоина, сложность майнинга обновила исторический максимум, но сейчас тенденция направлена вниз. Все бы ничего, казалось бы, пошли вниз, скоро вернемся наверх, но есть у нас вот такой индикатор, называется Hash Ribbons. И он показывает сигнал капитуляции, намекая на то, что скоро будет падение. Однако паниковать не стоит. Если посмотреть на истории после сигнала капитуляции, не всегда она случалась, но все-таки это негатив. Больше здесь, конечно же, напрягает это то, что сигнал на покупки не отработал. В августе 2022 года сработал на хэш-риббонсе сигнал buy, то есть покупать. И как мы рассматривали на истории биткоина, много раз этот сигнал срабатывал, и всегда в 100% случаев после того, как данный сигнал показывал buy, мы не падали и не обновляли лои. Да, бывали боковики, но потом хотя бы плюс 20% роста мы показывали, а чаще всего даже перехай. Сейчас же был сигнал buy, но после этого мы взяли и обновили локальный лой, после которого не просто бы остановились, мы еще и показали сигнал капитуляции. Это, несомненно, добавляет негатива на рынок. Также хочу порекомендовать вам отличную криптобиржу BinX. У нее сингапурская юрисдикция и нет обязательного прохождения KYC, то есть не нужно подтверждать свою личность документами, что особенно важно для трейдеров из России и Беларуси. Санкции там вас не достанут. Кроме спотовой и фьючерсной торговли криптовалютами с плечом до 125-го, на BinX можно торговать также и Форекс. Это различные валютные пары, также доступны индексы. Самые популярные из них это S&P 500, NASDAQ, Dow Jones. Также есть возможность торговли товарами, к примеру, нефтью, золотом и природным газом. Еще одной интересной особенностью биржи является копи-трейдинг. Если вы не уверены, что сможете самостоятельно торговать, то можно просто выбрать трейдера из списка на платформе, и его сделки будут автоматически копироваться у вас. Ну или если вы гуру трейдинга, то можете сами стать тем, кого будут копировать, и дополнительно зарабатывать еще и на этом. А теперь скажу пару слов о бонусах для тех, кто зарегистрируется по ссылке. В описании будет уникальный кэшбэк в 25% на торговую комиссию на целых 90 дней. Регистрируйтесь по ссылке в описании и торгуйте на бирже BinX. Давайте на примере посмотрим и подтвердим тот факт, что сигнал о капитуляции не всегда означает сильное падение. Вот, даже перед тем, как получить сигнал о покупке, естественно, был сигнал о капитуляции. Первый сигнал сработал и было сильное падение. После этого был сигнал о капитуляции, и мы увидели даже рост. Да, небольшой, но рост. До этого сигнал капитуляции, небольшой рост, падение. Еще один сигнал такой же, плавное снижение. Но вот здесь, в октябре, после сигнала капитуляции на хэш-риббонсе, биток просто полетел наверх. Похожая ситуация была в мае 20-го, в марте 20-го, и похожая ситуация была в ноябре 19-го. То есть стопроцентной отработки сигнала, как это было в случае с сигналом на покупку на хэш-риббонсе, сигнал капитуляции не давал. Ну а теперь, как мы видим, не дает и сигнал buy. Это то, что казалось негатива. Теперь давайте посмотрим несколько метрик с позитивом. Есть вот такая метрика, которая показывает приблизительно дно рынка. И сейчас эта метрика сигнализирует о том, что мы находимся примерно как раз таки на дне этого рынка. Всякий раз, когда мы достигали данной красной линии, мы начинали постепенный, поэтапный рост, и в какой-то момент взрывались сильной параболой наверх. Еще один позитивный чарт — это RSI. Здесь можно отметить вот такую тенденцию. С 2011-2012 годов мы видим снижение показателя RSI, и сейчас мы находимся на таких низких значениях, которых мы не видели никогда за всю историю битка. К тому же, это очень хорошо ложится на трендовую нисходящую линию. Всякий раз, когда мы видели дно рынка в каждом из циклов, оно все было ниже, ниже и ниже. Сейчас мы, естественно, ниже всего и как раз пришли к этой трендовой линии. Тоже неплохой сигнал, который косвенно подтверждает, что дно либо сейчас уже произошло, либо в скором времени будет сформировано и состоится разворот. Glassnode предоставил несколько графиков, я взял парочку для видео. Здесь у нас показано реализованные потери суммарно за 7 дней и нереализованные потери также за 7 дней. Первый график нам демонстрирует, что у нас сформировался пик. Такие же пики были и на предыдущих падениях, но интересно другое. Если сравнивать его, например, с летним падением 2021 года, то была аналогичная ситуация. Сначала мы упали и сформировали самый большой пик, затем
на дне рынка был пик поменьше. Сейчас у нас похожая ситуация. Мы сформировали в июне 2022 года самый большой пик за всю историю. И сейчас на крахе FTX сформировали пик поменьше. Данный график нам демонстрирует тот факт, что многие трейдеры на дне рынка предполагаемом фиксируются в минус. И это происходит в огромных количествах. Разные причины, разные предпосылки. Кто-то из-за страха, кому-то срочно нужны деньги, кто-то кредитанулся, кого-то стопы снесло. Причины могут быть разными, но движение графика заставляет разные категории людей закрываться в минус. А вот здесь демонстрируются нереализованные потери, то есть просадки людей, которые еще не распродались. Здесь можно сравнить три зоны завершения медвежьих циклов. 2014-2015 года. На самом дне был пик, в 2018-2019 году на самом дне был пик, и сейчас пока также пик на текущих ценах. Снижение пиков происходило и в 2015 году, и в 2019 году, но цена уже не пробивала дно, а направлялась наверх. Так было 2 раза подряд на истории. Сейчас пока такого мы не видим, только история покажет, будет ли такое. И если продолжится цена аналогичным образом двигаться, как и в предыдущие года, то мы вполне можем увидеть здесь понижающиеся пики ниже вот этого, а цена уже будет расти без обновления дна. К тому же, если посмотреть, что предшествовало этим пикам, также рост показателей, здесь был рост этих показателей, и у нас также был рост этих показателей. Рост нереализованных потерь за 7 дней. Данный график нам показывает то, что дно также вполне вероятно уже либо пройдено, либо находимся как раз таки в зоне, где это может состояться. Перед тем, как перейти к графикам, напомню, что выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла состоится сегодня, 30 ноября в 21:30 по московскому времени. Сегодня не планируется повышение ставки. Сегодня Джером Пауэлл будет просто толкать речь, так сказать, а трейдеры и спекулянты будут вычленить из этой речи какие-то намеки и отсылки на возможное повышение либо остановку повышения ставок в будущем, в декабре. Ну и как-то будут это все дело интерпретировать, и, следственно, волатильность на рынке может быть повышена, в том числе и на рынке криптовалют. Теперь давайте перейдем на график биткоина, и если посмотреть на дневном графике, здесь все без изменений. Вполне вероятно, мы находимся в завершающей стадии волны C, волны 4, вот такого большого цикла. И нам предстоит еще волна 5 после завершения коррекции ABC. Теперь давайте посмотрим на часовике, что изменилось после нашего последнего обзора. Было предположение, что у нас здесь импульс, коррекция, и совсем недавно мы сформировали еще один импульс. Что это может быть? Естественно, это может быть как ABC, коррекция 3 волны, либо это может быть 1, 2, 3, то есть начало нового импульса. Если это импульс, то вот он у нас 1, 2, 3, 4, 5, и пойдем дальше. Данная зона, которая начинается с 17800, это зона оптимальная для завершения волны 3, она совпадает вот с этим пиком, сформированным 10 ноября. Вполне вероятно, можем сюда сходить, если это будет движение в рамках волны 3. Если же это ABC и заканчивается движение импульсное уже здесь, что в принципе может быть, так как волна 1 и волна А, они аналогичны, волна 2 и волна Б также очень похожи, и волна 3 также имеет очень похожие свойства на волну С. Единственное, что, например, для тройки желательно бы сходить повыше, а для волны С уже выполнены все условия, и спокойно может движение разворачиваться вниз. Как я говорил, после вот этого импульса откат можно скупать. Тот, кто покупал этот откат, может спокойно поставить стоп вот сюда, уже за вот этот лой. Так как импульс сформировался новый, за импульс ставим стоп. Потому что если мы улетим дальше вот этого импульса, начала импульса, собьем стопы, то здесь структура ломается, и здесь велика вероятность, что мы полетим даже и ниже вот этого лоя, который находится на 15460. Поэтому можно подстраховаться вот этим стопом. И по мне так с большей вероятностью мы пойдем дальше наверх, формируя волну 3. Какие факторы еще говорят о том, что мы пойдем выше? Есть здесь вот такая штука. Было достаточно длинное нисходящее движение с середины ноября, полмесяца шли, и мы пробили данное падение, обновив локальный хай. А значит, этим мы начали восходящее движение, новый, так сказать, канал. Хаи повышаются, лои повышаются, здесь у нас уже формируется новый тренд. Это во-первых. И если отдалиться и посмотреть немного на другом таймфрейме, допустим, давайте на дневку даже перейдем. Здесь мы пробили еще одну нисходящую трендовую линию. Вот здесь мы неплохо снижались. Раз ударились, два, ложно вылетали, опять улетели вниз. Долго торговались возле нее.
И сейчас пробили на хорошем таком мощном импульсе наверх. Тоже похоже на слом тренда, хотя бы локального. В общем, с биткоином здесь понятно. Целевая зона для меня здесь отмечена. 17 757. Ну, вот сюда, в эту зону, можно будет сходить в рамках волны 3. Что у нас на эфириуме, на дневке? Все без изменений. Волна 1. Начало волны 1 не пробито. Здесь у нас 1-2, и вполне можем начинать тройку. Здесь, как мы видим, сильное сопротивление вот этими скользяшками нам гарантировано. Насколько не пробьем, уже один раз пытались, что на мелких таймфреймах. На мелких таймфреймах аналогичная ситуация, как и на биткоине. Видим рост объемов, что характерно для волны 3. Перед этим было импульсное движение. Волна 1, волна 2. 3, 4, 5. Расчетная зона для волны 3 находится на цене 1336. Начинается зона. Что у нас здесь есть? Да, это совпадает вот с этими же пиками, аналогичными пиками, как и на биткоине. Поэтому в приоритете здесь рост в волне 3. Тот, кто заходил на откате импульса волны 1, стоп уже отсюда. Спокойно можно перетаскивать вот сюда. Ну, посмотрим, что сегодня еще скажет Джером Пауэлл на выступлении в 21:30. Последим, посмотрим, какая будет волатильность. И уже после этого обновим прогноз, посмотрим, какие новые данные появятся на рынках. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, свое мнение. Регистрируйтесь на бирже BinX по ссылке в описании. Всем удачной торговли, счастливо.